Абу-Даби. Город, про который все слышали, но почти никто толком ничего не знает. Скажите честно, что первое всплывает в голове, когда вы слышите Абу-Даби? Лувр? Мечеть Шейх Заида? На этом у большинства все и заканчивается. Но вы удивитесь. Этот город вы видели десятки раз в фильмах и сериалах. Просто никогда не связывали это с реальной жизнью здесь. Вы на канале Аня Хаят, и сегодня я покажу вам Абу-Даби таким, каким вижу его я. Как человек, который живет в этом городе не так давно, но тем не менее каждый день открывает его с новой стороны. Абу-Даби – столица Эмиратов. Да-да-да, не Дубай. Это самый богатый из 7 Эмиратов. 95% нефти страны добывается именно здесь. Самый большой, самый зеленый и 9 лет подряд самый безопасный город мира. А еще удивительно культурный. Лувр, японский иммерсивный музей, выставки, галереи, арт-пространства и места, о которых вы даже не слышали. И чтобы по-настоящему понять и прочувствовать Абу-Даби, нужно начать с его истории. У меня нету любимых мест. Я из тех не совсем правильных людей, которые любят просто новые места. Окей, ну а если, допустим, так вопрос поставить, какие бы 3 места ты вот прям посоветовала в обязательно к посещению? Есть в центре города, изначально, точнее, это была сторожевая башня. И вокруг этой башни вырос замок. И вот этот замок сейчас отреставрировали. Мне очень сильно нравится территория, мне нравится контраст, когда у тебя на заднем фоне высотки, и как все вместе это смотрится. Когда в Абу-Даби говорят «сердце города», то чаще всего имеют в виду не небоскребы и торговые центры, а место, откуда все началось. Это Каср аль-Хусн, первое каменное здание города и родовой дом семьи Аль-Нахаян. Еще в 18 веке здесь стояла сторожевая башня, охранявшая поселение Бани-Яс. С тех пор город вырос до мегаполиса, а эта башня все так же гордо стоит посреди центра, как напоминание, с чего началась история Абу-Даби. Снаружи будто кадр из старинной хроники, где можно познакомиться с историей Абу-Даби. Когда-то здесь жили шейхи, заседал национальный совет, а теперь музей, который рассказывает, как кочевое племя превратилось в один из самых современных городов мира. После десятилетия реставрации Каср аль-Хусн открылся в 2018 году, и сейчас он выглядит именно так, как задумывали его первые строители. Здесь можно пройтись по коридорам и зайти в каждую комнату, где буквально можно услышать отголоски другой эпохи. После открытия первого аэропорта в начале 50-х Абу-Даби начал стремительно меняться. На старых снимках видно, еще недавно вокруг был только песок и несколько домов. А уже через несколько лет появились дороги, машины и первые здания. В 60-е здесь уже была крепость, школа, мечеть и полицейская станция, где буквально работало 80 человек и было всего 4 машины. Город рос буквально на глазах. А потом наступил день, который все изменил. 2 декабря 1971 года – день, когда несколько эмиратов объединились и появилась новая страна – Объединенные Арабские Эмираты. С этого момента развитие Абу-Даби пошло по-настоящему стремительно. Появился центральный рынок, первые прибрежные отели на Корнише, новая дорога, соединяющая город с Дубаем, и, наконец, автобусная станция, связавшая столицу с другими эмиратами. Смотреть на это сейчас все равно, что листать фотоальбом страны, которая выросла буквально всего за одно поколение. На мой взгляд, это самое лучшее место для начала знакомства с городом. С места, где история и небоскребы встречаются лицом к лицу.
И в этом городе такие контрасты на каждом шагу. Стоит просто переместиться дальше, и атмосфера уже совсем другая. А теперь место, где ваш внутренний ребенок будет ликовать, прыгать и просто пищать от восторга. Добро пожаловать в SeaWorld. Это огромный крытый парк на острове Яс, площадью больше 180 тысяч квадратных метров и расположенный на 5 этажах. Каждый уровень – это новая история. Тропические лагуны, арктические льды, коралловые рифы и тысячи морских обитателей, которых можно рассматривать часами. Главная идея парка – это то, что все живое на планете связано между собой. Здесь есть более 100 тысяч морских животных и десятки шоу, иммерсивные залы, а также аттракционы. Но самый главный аттракцион, как по мне, так это наблюдать за всеми этими прекрасными животными. Но SeaWorld – это не только про красивую картинку. Здесь также работает Центр спасения и исследований, где помогают больным и травмированным животным. И определенная часть доходов парка идет именно на эти программы. И всем, кто пойдет, сразу на заметку: переходите с утра, потому что работает с 10 до 6. Вы не заметите, как пролетит время, здесь есть чем заняться и есть на что посмотреть. Самый кайф – это, конечно, пингвины и дельфины. Настолько они классные, такие хорошенькие. На них можно прям долго-долго смотреть. Единственное, имейте в виду, там, где пингвины, очень холодно, поэтому обязательно с собой возьмите какой-то жакет либо кофточку. А еще интересный момент, что с ними можно взаимодействовать, но важно заранее купить билеты не только на вход, но и на саму активность. Например, покормить их, либо пообщаться с ними. Все это проходит в первой половине дня, мы были вечером, и билеты уже было нельзя купить, потому что у пингвинов просто наступила ночь. Стоимость входа начинается от 375 дирхамов, а детям до 3 лет вход бесплатный. Если вы хотите покормить, погладить пингвинов, дельфинов, это нужно бронировать с утра. Если вы хотите нырнуть, это нужно бронировать за день заранее. Ну вот, и наслаждайтесь. Встреча с дельфинами стоит 195 дирхамов, с пингвинами стоит также 195 дирхамов. В общем, SeaWorld Абу-Даби – это место, которое точно не оставит вас равнодушным. И неважно, сколько вам лет, вы правда кайфанете, и улыбка не будет сходить с лица весь день. Целый подводный мир. Друга. Очень классно. Еще одно место, где не просто красиво, но и где можно поближе познакомиться с культурой Эмиратов – это Дом ремесленников. Его открыли как часть проекта Департамента культуры и туризма Абу-Даби с целью сохранять традиционные ремесла и поддерживать местных мастеров. Здесь показывают, как ручная работа остается частью культуры Эмиратов и вдохновляет современных дизайнеров. Внутри можно увидеть, как женщины делают все вручную – ткут, вышивают и плетут корзины из листьев пальмы. Каждая сидит на своем месте и занимается своим делом. Тут достаточно тихо, спокойно,
и ловишь какой-то медитативный дзен, потому что есть в этом что-то сильно завораживающее. Очень интересное место. Я не понимаю, почему я раньше сюда еще не дошла и почему я о нем не знала. Внутри все можно понаблюдать, посмотреть, как делается ручками. Особенно это круто, когда мы живем в век, где все автоматизировано, а тут сейчас вот ручками все делают. Очень это залипательно, медитативно, я бы сказала. Я получила классные положительные эмоции, особенно после того, как я попробовала повышивать узор саду своими руками. Саду — это традиционный бедуинский орнамент, очень красивый, кстати, мне безумно он нравится. И у меня есть абая с вышивкой саду. Так вот, раньше этими узорами украшали шатры и ковры. Цвета, кстати, тоже совсем не случайные. Красный обозначает силу, черный — цвет земли, белый означает чистоту, а зеленый — символ жизни. Это не скажу, что просто, не скажу, что очень сложно, но требует навыков и терпения. Поговорила с женщиной, которая занимается этим рукоделием. Говорит, что на маленький узор нужно 2-3 дня, на побольше 10-15 дней, а если что-то большое, то может и месяцами. А вот в другом месте мне, кстати, другая женщина дала браслетик из пальмы. И кофе я попробовала с кардамоном. Кстати, местный кофе называется гахва. И узнала, что, оказывается, есть кофе с розовой водой. Никогда не пробовала, но на заметку интересно. Здесь подают 6 видов гахвы, то есть арабского кофе. С кардамоном, шафраном, с мускатным орехом, с розовой водой и гвоздикой. И еще один вариант, где смешивают сразу несколько специй. В общем, место супер, обязательно приходите. И сюда точно стоит заглянуть сразу после того, как вы закончите свой визит в Каср-эль-Хасан. И раз уж мы заговорили о кофе, покажу вам место, которое точно стоит посетить. Это самая необычная кофейня в Эмиратах, где можно выпить кофе в компании сов. Его открыли 3 эмиратцев, которые мечтали создать пространство, где гости не просто пьют кофе, а действительно взаимодействуют с этими удивительными птицами. Кстати, это первое кафе с совами в регионе. Здесь живут несколько сов разных видов. Очень интересно, что у каждой совы есть свой характер, у них у всех разный цвет глаз. Некоторые родились в неволе, а других когда-то спасли, и теперь они живут здесь под постоянным уходом и присмотром специалистов. Живут совы в среднем в таких условиях 45-50 лет, а вот на воле они живут 10-15 лет, поэтому за ними тут реально оказывают классный уход. Что меня еще поразило, что спят они 5-6 часов всего лишь. Не так, как люди говорят, что я вот сова, потому что я до утра работала, а потом весь день сплю. Нет, они спят действительно только утром, но 5-6 часов. Именно поэтому кафе работает с 2 часов дня до 10 вечера, чтобы птицы могли отдыхать утром и ночью. Вход стоит 70 дирхамов. Кормят их сырыми маленькими цыплятами, и в среднем сова съедает 8-10 таких цыплят, но вот большая 15-18 цыплят за раз. Едят они также 1 раз в день. Под присмотром тренеров вы можете зайти в специальную комнату, где вам разрешают аккуратно погладить сову, подержать ее на руке или сделать фото. Кофе, кстати, тоже вполне приличный, но главное впечатление – это, конечно, встреча взглядом с этими огромными глазами, которые будто заглядывают прямо в душу. А дальше мы отправляемся на большой зимний фестиваль в Абу-Даби, который проходит с 1 ноября по 22 марта 2026 года. Находится примерно в 30 минутах езды от города, и да, на этой трассе официальная скорость 160 км в час, так что добраться туда будет легко и быстро. На территории фестиваля находятся павильоны разных стран. Уличная еда, проходят ярмарки, аттракционы и концерты.
Но самое яркое впечатление на меня произвел павильон с животными. Я сейчас увидела тут вообще маленького львенка, тигренка, леопарда, не знаю, как он называется. Сейчас подойду поближе, посмотрю, вообще кайф. Так жалко, что я не успеваю записывать какие-то эмоции, потому что повторить это второй раз не могу. Первый раз я просто вау. Сейчас такой вау. Огромный тигр. Сколько сертификатов стоит 300 динаров? Вот стоит 20 человека. 300, чтобы зайти в парк. Я зашла. Просто оставалось. Ну, красивые такие сладкие. Вечером здесь особенно классно. Прохладно, красивый свет, музыка и прям чувствуется свежий ветерок. То, что нужно обязательно попробовать, когда вы будете в Эмиратах, называется люгаймат. Пить это надо есть, точнее есть. С карком. Кстати, вот эти не приторно сладкие. Прям нормально. Сделаю паузу и расскажу вам про один интересный факт про Абу-Даби, а точнее про рестораны. Мало кто знает, но в Абу-Даби есть свой собственный ресторанный рейтинг. И нет, это не Мишлен и не международные гайды. Они тут тоже есть, но это другая история. У каждого ресторана на входе висит табличка с буквами A, B, C или F. Это санитарный рейтинг, который присваивают городские службы вместе с Центром здоровья. A – это высокий уровень гигиены. Проверяют все, как хранят продукты, как их перевозят, что происходит на кухне и даже личную гигиену персонала. B и C – это уровни ниже. И самый низкий рейтинг – это F. Спрятать эту табличку нельзя, она всегда висит прямо у входа. И, по-моему, это очень классная инициатива. Кстати, расскажите, есть ли у вас в городе что-то подобное? Ну и покажу вам сразу несколько мест, чтобы вы могли выбрать, куда сходить в Абу-Даби. Если хочется чего-то эффектного и по-настоящему фэнси, то отправляйтесь на ужин в Новиков. Лучше бронировать стол заранее, в ресторане всегда полная посадка. Если у вас настроение послушать живую музыку и насладиться уютной атмосферой, тогда вам в Jazz Club. А если хочется просто веселья, смеха и неформальной атмосферы, тогда загляните в бар Балус. Мы нашли его совершенно случайно, были там один раз, и было удивительно весело. Мы приехали в клуб, но слишком рано. Диджей начинает только в 12 играть, а это еще через 1,5 часа, и я думаю, что в это время мы, может быть, не спать дома. Поэтому нам внизу на охране посоветовали сходить в бар, который рядом. И он такой веселый, прям очень-очень-очень веселый. В клуб мы не попали, но в баре посидели. Очень-очень там весело. Музыка такая, что мне напомнила Guns N' Roses в Астане, его лучшие годы. Все просто в ковбойских шляпах, в ковбойских сапогах. Очень интересные персонажи. В такие моменты мне всегда очень жаль, что нельзя снимать, потому что я считаю, что таких интересных и необычных, красивых людей нужно снимать, потому что это какой-то такой свой вайб. Короче, мне понравилось. Место прикольное. А дальше у нас совсем другая остановка. Спокойная, тихая и визуально очень красивая. Каждый ноябрь в Абу-Даби проходит большая международная выставка Абу-Даби Арт.
куда привозят работы художников со всего мира. Я заехала буквально на полчаса и думала, пройдусь быстренько и поеду дальше. А оказалось, это целая арт-тусовка. Стильные люди, яркие образы, работы и инсталляции, мимо которых невозможно пройти. И самое интересное, разбираться в искусстве вам вообще не обязательно. Здесь все равно найдется что-то, что зацепит именно вас. Работ очень много, и каждая со своей историей. Вот, например, съедобная инсталляция. А вот идея, которая мне прям очень понравилась. Разбитые тарелки с рецептами, где ключевые слова выделены другим цветом. Тарелки – это символ семьи и застолья, а трещины – напоминание о том, что жизнь оставляет следы, но не теряет красоты. И еще одна работа. Художница когда-то делала скетчи просто для себя, как хобби. Во время карантина нашла их, доработала, и теперь это полноценная выставка. Вот так иногда самые простые вещи превращаются в большие проекты. Мы вышли оттуда вдохновленные и даже не заметили, как пролетели почти 3 часа. Если хотите вдохновиться, то сюда точно стоит зайти. Очень красивая картина, каллиграфия, где просто написано «Любовь – это ключ к счастью». Еще мне вот это понравилось, тоже каллиграфия. Вообще тут много всяких красивых экспонатов, прям которые интересны. А если что-то приглянется, то многие работы можно купить прямо на месте. Хотя ценник, конечно, соответствует искусству. В чем плюс таких выставок? Даже если вы... Свернем сюда. Даже если вы абсолютно ничего не понимаете в искусстве, а я не отношу себя к человеку, который там сильно разбирается, то здесь можно найти кучу вдохновения. Просто посмотреть на то, что придумывают люди. Я не знаю, как это вообще появляется в головах и в разумах людей, но это прям очень интересно и сильно вдохновляюще. В городе в последние дни стало заметно оживленнее и сильно больше людей, и можно списать все это на то, что сейчас самый сезон для туристов, самая идеальная погода и время для отдыха. Но буквально на днях новостные каналы Абу-Даби сообщили, что национальная авиакомпания поставила новый рекорд и побила свой прошлогодний показатель. За 2025 год перевезли больше 16 миллионов пассажиров. То есть это не разовый всплеск, а стабильный рост интереса к городу. И при этом Абу-Даби остается одним из самых безопасных городов, где женщины чувствуют себя абсолютно спокойно в любое время дня и ночи, абсолютно безопасно и знают, что с ними ничего не случится. Поэтому, если вы вдруг думаете ехать сюда одной или с подружкой, можно вообще не переживать, потому что это самый безопасный город. А сейчас покажу вам место, в котором мы с мужем решили устроить свидание прямо посреди недели. Погода сейчас в Эмиратах просто шепчет, поэтому мы выбрали террасу, хотя внутри тоже очень красиво. Но зима – это время года, когда наконец-то можно наслаждаться террасами. Тут очень много зелени, мягкий свет и ощущение, будто ты находишься где-то в восточном саду на заднем дворике. Кухня для нас новая, иранская. Так, ну что, я попробовала кубиды. Я не сильна в названиях иранских. С мясом. Очень такой нежненький, не жирненький, кстати. И мне понравился вариант с курицей. Обычно я не люблю фарш из курицы. Блюдо, в общем, с фаршем из курицы. Но тут он прям такой нежненький и вкусненький. И что мне особенно понравилось, это специи. Они дают блюдам характер, но при этом не перебивают вкус мяса или курицы. Люблю, когда так, а не наоборот. Потом мне очень понравился вот это вот блюдо. Йогурт с фета и свеклой я забираю себе в копилку рецептов, чтобы обязательно попробовать приготовить дома. Хлебушек с сыром похож на пиццу, вполне окей. Хлеб национальный иранский
тоже вот так вот замечательно заходит. На десерт взяли пахлаву с мороженым, вечная классика и идеальное завершение вечера. А место называется Сорая. Еще один лайфхак, на который я всегда, так у нас свет здесь, поэтому буду говорить отсюда, на который я всегда обращаю внимание, это посетители заведения. И вот здесь, пока мы сидим, едим, наслаждаемся кухней, атмосферой, я вижу, что очень много локалов, а это всегда хороший знак. Так, мы поели, довольны, едем дальше. Покажу вам еще одно место, про которое почти никто не знает. Это теплица прямо на дороге между Дубаем и Абу-Даби. Когда будете подъезжать к городу, увидите большое стеклянное здание. Внутри находится настоящий ботанический сад. Там растут манго, бананы и разные тропические растения. Кстати, слышала, что там даже можно сирень найти, но сама не нашла. Здесь можно спокойно пройтись среди зелени, передохнуть посреди дороги, но специально я ехать бы не стала. Зимой это может быть не самая актуальная локация, но вот летом, когда на улице адская жара, это отличное место, чтобы зайти охладиться и просто подышать воздухом от растений. Вход, кстати, бесплатный. Мы приехали на фестиваль морского наследия в Абу-Даби, который проходит каждый год в ноябре. Погнали, посмотрим, что тут есть. Это место переносит в яркий мир традиционной прибрежной жизни. Лодки, рыбаки, танцы, ремесла, рыбный рынок и кафе с местной кухней. А еще небольшие магазинчики, где можно устроить вполне неплохой шопинг. Я, конечно, снова не смогла пройти мимо лугаймата и карак-чая. Кстати, лугаймат здесь были нереально вкусные, пышные, свежие, прям с пылу с жару. А еще здесь можно увидеть, как ловят жемчуг, открывают устрицы, строят лодки, плетут веревки и делают разные рыбацкие приспособления. В общем, прекрасное место, чтобы провести вечер, и даже как-то жалко, что фестиваль длился всего 2 недели. На этом наша маленькая экскурсия по Абу-Даби заканчивается. И если вы досмотрели до этого момента, то вы герои. Надеюсь, что вы нашли для себя новые места, идеи, куда сходить, что посмотреть, или узнали для себя что-то новое и интересное. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий и сказать, например, какие районы или места вам понравились больше всего и что вы хотите увидеть еще. И напоминаю, что основные знаковые места и достопримечательности города есть в отдельном видео у меня на канале.